Дождь шел как будто специально, чтобы смыть весь город и оставить на улицах только мокрые силуэты. Виктор возвращался домой после ночной смены и думал о простых вещах, о чашке крепкого кофе, о диване и о том, что завтра снова волонтерство в приюте. Он свернул с главной дороги, чтобы сократить путь через заросший участок, и именно там, в глубокой канаве, заметил движение. Сначала он принял это за мешок или пакет, от которого ветер пытается избавиться. Но когда подошел ближе, стало ясно. Это собака. Рыжая, тонкая, промокшая до костей. Морда была обмотана ржавой проволокой. Ленты металла врезались в кожу, образовывали острые пуговицы, боли на щеках, носу, вокруг глаз. Пес тихо стонал и еле дышал. Виктор опустился на колени, промокшая трава прилипла к штанам. Он не был профессиональным спасателем, но годами волонтерил в приюте по выходным, знал основы первой помощи и, главное, умел не бояться смотреть в глаза страдающему животному. Пес поднял голову и, увидев человека, вздрогнул. Проволока врезалась глубже. Он пригнулся, словно желая спрятаться под землю. «Тихо», — прошептал Виктор, хотя дождь заглушал его голос. «Я помогу, я не причиню тебе вреда». Собака была насторожена и боязлива. Любое резкое движение вызывало у нее новый приступ паники, проволока давила и рубила, от каждого шороха морда дрожала. Виктор понял, что в одиночку он не справится, нужна помощь. Он вытащил телефон и позвонил в приют, где по выходным помогал с раннего утра до позднего вечера. «Мы едем», — сказал в трубку Лена, его коллега, голос дрожал, но в нем была решимость. «Держись там, не подходи близко, не старайся снять проволоку, это усугубит раны, я привезу сетку, и мы поймаем его аккуратно». Через 10 минут подвалил фургон. Свет фар резал мокрый воздух, и на заднем плане сиреной служил только звук мотора. Лена выскочила с грубой сеткой и небольшим фонариком. Они стали приближаться медленно, без лишних резких движений. Пес почувствовал возможность спасения и рванул прочь, словно проволока была единственной приманкой этого мира. Бежал он, обнюхивая угол и прячась всякий раз, когда кто-то делал шаг. Виктор присел, опустив руки на колени, чтобы не казаться угрожающим. Он говорил мягко, смущенно, почти неловко, потому что слова казались недостаточными. Медленно, чрезвычайно осторожно он протянул руку. Собаки чувствуют намерение. И в этот момент пес что-то понял. Он остановился, дрожа, а потом, как будто уступая внутреннему голосу, приблизился. Лена аккуратно накинула сетку, и через минуту Рыжика, так они потом окрестили его за рыжую шерсть, уже уносили в фургон. В клинике все было быстро и профессионально. Врач подготовил инструменты, набрал седативное, чтобы собака не испытывала шок при удалении проволоки. Когда доктор аккуратно разрезал и распутывал оковы металла, Рыжик терпел, скрипя зубами от боли, но не вырываясь. Вскоре проволока легла на стол в виде грустного ожерелья, свидетельства человеческой жестокости или равнодушия. Ветеринар промыл глубоко врезавшиеся раны, обработал антибактериальными растворами, наложил повязки. Он сказал, что пес выживет, но потребуется терпение и забота. Виктор не уходил. Он сел у клетки, воплоти ощущая холода клиники, и просто сидел. Ночью за ширмой ламп никто не мешал ему. Он рассказывал Рыжику что-то про свои дни, про маленькие радости, про то, как нужно жить дальше. Словно в ответ пес глядел на него спокойными глазами, и его тело, какое-то время скованное от боли, расслаблялся под этим присутствием. Утром ветеринар и Лена проверили состояние. Рыжик позволял касаться повязки. Не такое уж частое явление у животных, только что спасенных от боли и страха. Он не рычал, не скалился, его доверие было как тонкая ниточка, которую можно было либо порвать, либо бережно укрепить.
Волонтеры выбрали второй путь. Дни в клинике стали одним сплошным занятием. Рыжик спал возле решетки клетки и, казалось, ловил каждый проходящий голос. Он понимал, когда кто-то приходил с добрыми намерениями. Лечащие врачи, волонтеры, молодые студенты-ветеринары. Его реакция была простой. Он тянулся к рукам, предлагал теплый взгляд и тихое поскуливание. Он не требовал многого, лишь немного ласки и надежного присутствия. Лена и Виктор заметили, что пес, помимо своей личной привязанности, еще и обладает удивительной способностью успокаивать других животных. Мелкий щенок, только что попавший к ним с сильной травмой, тихо успокоился, когда Рыжика поставили рядом. Кошка с зашитым ухом, обычно нервно реагирующая на чужих, уютно свернулась у его лап. Ветеринар сначала думал, что это совпадение, но чем чаще такие случаи повторялись, тем яснее становилось. У Рыжика было сердце, которое лечит не только себя. Однажды ночью в клинику привезли совсем крошечного котенка, которому было страшно и больно. Он всхлипывал, цепляясь за воздух. Рыжик, проснувшись от шума, встал, подошел к клетке и, как бы понимая, что от него ждут, аккуратно положил голову на прутья, прижался своей теплой шерстью. Котенок перестал плакать. Присутствие Рыжика было словно волшебный бальзам. Он не лечил швы, не накладывал бинты, но его спокойствие передавалось другим. Видео с этим моментом однажды случайно попало в сеть. На телефон волонтера кто-то снял кадры, как пес нежно касается носом маленького щенка. Как их дыхание синхронизируется. Через сутки ролик посмотрели тысячи, потом миллионы людей. Комментарии сыпались. Рыжий ангел, собака-целительница, герой, которому нужна семья. Люди писали, переживали, писали, что готовы помочь. Клиника стала популярной. Посетители шли не только выписывать пациентов и обсуждать лечение, но и просто посмотреть на того самого Рыжика, который не имел дому и которому пришлось заново учиться доверять человеку. Одного теплого утра в клетку подошла Маша. Она увидела видео в соцсетях и не могла уйти, пока не встретиться с ним лично. Девушка стояла у клетки, и Рыжик с первых секунд узнал в ней что-то доброе. Он прижал морду к прутьям, понюхал ее руку и тихо запустил хвост. Маша приходила каждый день, приносила игрушки, мягкие пледы, лакомства. Она проводила часы, гладя Рыжика и рассказывая о своей жизни. О работе, которая давала деньги, но не всегда тепло. О семье, которая давно распалась. О желании иметь кого-то, кто всегда будет рядом. Пес отвечал простым языком, обнимал ее лапой, лизал ладонь, становился мягче. Прощание наступило не сразу. Бумаги, прививки, проверка условий, у приюта были стандарты. Но в один светлый день Маша подписала документ, и Рыжик оказался в своем новом доме. Он вошел в квартиру с любопытством, обнюхал все углы, потом метнулся на мягкий коврик у окна и прилег. Его шерсть за блеском заботы превратилась в настоящий золотой покров. Шрамы оставались, но уже как напоминание не о прошлом мучении, а о пережитом и преодоленном. Жизнь в доме Маши открыла новую главу. Рыжик ходил с ней в парк, встречал утренний кофе и лег спать у ног хозяйки. Он стал спокойнее, увереннее. Самое удивительное оказалось впереди. Маша привела его в центр реабилитации, где люди с тревожными расстройствами приходили учиться жить дальше. Она предложила попробовать, ведь видео с его исцеляющим присутствием уже собрало миллионы просмотров, а клиника рекомендовала Рыжика для программ. В центре впервые все выглядело так, словно мир вдруг обрел ритм. Люди приходили с пустыми глазами, с тяжестью в груди, они садились в кресло, и к ним подходил он, не терапевт, а собака, которая знала, как быть рядом. Рыжик ложился у ног тех, кто плакал на сессиях, соприкасался своим теплом с дрожащими плечами.
У одного мужчины впервые за неделю на лице появилась улыбка, когда пес опустил голову ему в ладони. Подросток, который молчал на всех сеансах, начал говорить, отвлекаясь на мягкость шерсти. Терапевты записывали результаты в своих блокнотах и шепотом говорили: «Он действительно помогает». Маша стояла в стороне и наблюдала. Она видела, как люди менялись от маленьких прикосновений, глаза становились мягче, плечи чуть свободнее. Рыжик не делал ничего сверхъестественного, он просто был рядом. Его миссия оказалась шире, чем спасение его самого. Он стал мостом между болью и надеждой. Со временем к их дому приходили не только пациенты. Друзья Маши, коллеги, случайные прохожие, все, кто-то хотел погладить Рыжика. Он стал символом. Но при этом оставался тем же тихим рыжим псом, который каждое утро встречал Машу у двери, как будто подтверждая: «Мы сделали правильный выбор». Однажды Виктор пришел в гости, он хотел увидеть, как живет пес, которому когда-то вытащил из канавы жизнь. Он принес старую игрушку и кусочек мяса. Простые, но важные подарки. Рыжик узнал его сразу и, слегка подпрыгнув, подбежал, прижавшись к ногам и лизнув щеку. Виктор улыбнулся, и в его глазах блеснули слезы. Не от горя, а от облегчения и счастья. Он знал, что их общая забота не прошла напрасно. Иногда по ночам Рыжик просыпался и поднимал уши. Маша слышала, как его лапы тихо касаются пола, как он идет к окну. Может, он вспоминал дорогу к старому сараю, может, свои страхи, но чаще всего он возвращался к подстилке и засыпал, дыша ровно, в безопасности. История Рыжика разнеслась дальше города. Его видео просматривали миллионы, журналисты просили интервью, блогеры приходили записывать репортажи, а волонтеры в приютах делали все, чтобы воспитать и поддерживать таких псов. Кто-то говорил, что это чудо, кто-то называл это просто добротой, но для Маши и Виктора это был живой спутник, который учил их быть добрее. Прошло время. Рыжик стал старше, холка немного поседела, но глаза оставались такими же глубокими и мягкими. Он по-прежнему приходил в центр, лежал у ног людей, принимал приглашение лечь на колени у тех, кто этого просил. Его миссия продолжалась. Не пафосно, не напоказ, а тихо, верно и с полной отдачей. Однажды маленькая девочка, пришедшая в центр с родителями, подошла к Рыжику и, осторожно дотрагиваясь до его уха, прошептала: «Спасибо». Родитель улыбнулся, а терапевт отметила в журнале: «Прогресс». Для Рыжика эти слова были как воздух. Он не понимал значимости своей роли в словах людей, но чувствовал резонанс каждого прикосновения. Когда лето сменило осень, а осень — мягкая зима, история Рыжика стала символом надежды. В приюте поставили его фото на стенде «Истории спасения», в социальных сетях появлялись хэштеги, а Маша продолжала привозить его в центр, где он без слов менял чьи-то дни, чьи-то недели, чьи-то жизни. Воспоминание о проволоке и о дне в канаве не исчезло полностью. Оно поселилось как шрам в сердце. Напоминание о том, что мир может быть жесток, но и о том, что доброта и нежность способны лечить раны, которые, казалось, уже навсегда оставят след. Рыжик стал живым доказательством того, что каждая спасенная душа — это возможность изменить мир хоть на чуточку. Виктор иногда приезжал навестить Машу и пса. Они сидели на кухне, пили чай, а Рыжик смотрел в окно. Когда ему было грустно, он подходил и тихо обнимал ногами хозяев. Однажды Виктор сказал: «Ты знаешь, я думал, что просто спас пса. А спас он меня». Маша кивнула, и за ее глазами блеснули слезы. Прошло много дней, многое изменилось. Но каждое утро оставалось прежним. Рыжик встречал Машу, их ритуал был прост.
Немного ласки, совместная прогулка, вечер у телевизора и мягкая подстилка у изножья кровати. И иногда, когда их дом наполнялся смехом, когда в центр приходил новый человек, который видел свет в глазах пса, казалось, что весь мир немножко согрет его присутствием. Рыжий ангел из канавы стал больше, чем история спасения. Он стал символом того, что одно доброе действие может породить множество других. Он не имел добрых намерений построить себе славу. Он лишь жил так, как умеет любить, тихо, без лишних слов и с готовностью дать тепло. И это было достаточно, чтобы менять жизни.